Здравствуйте. В Питере очень много растений, любят растения. Что делать, если муж не хочет жену? Я беременна, что делать? У меня голоса в голове, что мне делать? Я куда попал вообще? Наваливший вопрос, что делать? Я толстый, что делать? Так что же нам делать? Что делать-то? Что делать? Что делать? А что билетик стоит? 150 рублей один стакан. 151, да? А можно два? Два некрополя. Спасибо. Некрополь мастеров искусств и некрополь мастеров искусств. Был в Питере, стоял у могилы Бетанкура. Генерал-адъютант. Благодетельный супруг и милому другу. Да будет воля твоя. Кто это, непонятно. Масон. Какой-то масон. Да, вот так живем. Потом положили в камень. Аль в дерево. Аль в землю. Блюститель правоты. Князь Александр. Готовы? Жизнь на грани со смертью. Смерть в прикосновении жизни. Вы знаете, куда пойдем сейчас? К Ломоносову. Тебя как сына там ждет вечная любовь. Там любовь вечная ждет. Здесь что? Так, ладно, пока меня и тебя там ждет вечная любовь, предлагаю к фон Визину зайти. Пойдем? Посмотрим, как он там. Статский советник Денис Иванович фон Визин. Ну вот. Неожиданно. Я не ожидал сюда идти и снимать вам что-то, но это часть нашей жизни. Мы уже не жжем себя почему-то. Нам же надо вот это вот все с почитанием, слезами, гвоздиками. Память, наверное, да? История. Сожгите меня, пожалуйста, когда время придет. Помните сердцами. Тем не менее, мы сейчас с вами посетим таких людей, как Достоевский, Глинка, Бородин, Чайковский, Шишкин, Куиджи. К Достоевскому хочу сходить. Кочубей. Григорий Григорьевич Чаплин. Басни Крылова, помните? Иван Андреевич Крылов.
но он мне ближе собирательным образом. Федор Михайлович Достоевский. Здравствуйте, Федор Михайлович. Очень сильная энергетика чувствую. Прям очень сильная. Андрей Федорович Достоевский и Анна Григорьевна Достоевская, жена. Кошечка. Мяу. Мяу. Тоже очень мощнейшая энергетика вообще у этого места. Странно. Я даже не ожидал, я когда писал стихотворение про литературную ведомость, до этого я ехал по каналу Грибоедова на самокате через город. И я, конечно, не думал, что мой день продолжится у захоронения таких великих для меня людей, которые в течение всей жизни отражаются в реальности. Дерево. Вот такой мужик Куинджи, говорят. Иван Иванович Шишкин. Знаете, что я только что понял для себя? Перелом парадигмы. А если кому-то нужно будет приходить, понимаете? Со своей болью или радостью. Глубокий ритуал. Я ищу сейчас двор один. Здесь снимали брата, где он с рынка шел, в пакете ствол нес, арбуз ел. Как-то это вот здесь. 20 лет живу. Здесь начиналось, где брат убегает от погони, когда Да. У меня прям музыка с брата сейчас в голове играет. пробегает дальше, бежит. Здесь снимался фильм, который видели все. Ну, практически все. Смотрите, у него на пути была рельсина. Вот, смотрите, вот рельса, Есть. а вот тут стояла помойка, куда брат скидывал одежду. Да? Да, Спасибо вам большое. на здоровье. По-питерски. Здесь родилась группа «Аквариум». Бывшая Софья Перовская улица, сейчас называется Малая Конюшенная. Какой-то грузовичок ехал, он что-то выбежал из грузовичка, побежал и... Здесь снимался известный бестселлер «Приключения и загадки России». Принял. Атланты, такие крутые, ребят. Чудо геометрии сакральной. Стоим, вот смотрим, просто обсуждаем. Поддали, в общем, тут архитекторы вибрации, да? Просто запредельно. Запредельная штука. Сколько тут людей, все, заебись в этот день. Да, так глубоко в ее пути, она так любит ебаться. После работы, да, узнай, кто ты, я. Занеси номер, малышка, ты слишком мила. Я вижу, как ты потекла.
Липа. Слушайте, а чем пахнет? Не пойму. Вот это вот чаем пахнет или так медом? Чаями, может. Я липу Кедров. первый раз попробовал. Что такое липа? Что это такое вообще? Липа? Да. Мед липы добавляется туда в маточное молочко, оно взбивается, мед взбитый. Полноценный десерт считайте, вот, то есть очень сытно получается. Иностранцы, когда попадаются к нам сюда, вот они стараются как бы это, ну, скупить вот такой вот мед. И они берут его много. Во, прям мед. Хочу соты пожевать. Вот липа и акация по 1500 за килограмм. Семья Мозгуновых. А вы Мозгунов? Да, я. Да? Игорь. Игорь Мозгунов. Александр. Акация долго не кристаллизуется. Вот. Угу. Долго не Акацию кристаллизуется. можно капать в глаза. Да, ну Да? молодой человек берет это. Ну, и с водой Мед? разбавляет. Не, Да, с водой. разводится. Не, с водой Мед разбавляет. раз- Да, Правда? разводится с водичкой, считается, да, действительно, акация. то кипяченой и капает. Вот это съесть, 380 то я буду рублей вот такой такая, акация как вы. стоит. Это какая? Молодая. Молодая? Да. Вы и так молодая. Че? Сколько? 18 вам? 20? Мне Да. 260. 19. 19? Натуральный мед. Можно проверять его на меня. Дали мне меда, я съел. Если глаз у меня полез выше, чем... Это обычная мука, парни? Пшеничная? Спасибо. Выше, чем другой глаз, то? Здорово, голубь. Православная выставка. Пожалуйста. Хлеба пойду поем. Очень хочется позвонить в колокола. Очень сильно. Ладно. Еще, кстати, треугольник. Осети мир, твой милости, Ну а чё? Места силы никто не отменял. Я так считаю. $300 000. 222 800. Тайное становится явным. Евгений Заремба. Я не так давно видел, где-то в городе наш русский тип расписал фасад школы, по-моему, если не ошибаюсь. У него очень крутая каллиграфия. И походу это его выставка. Александр Яковлев. Бумажная крепость, поэзия букв, разорванная азбука, перечитывая Бродского. Что-то это передает мне наивность. Аватар. О, музолейчик пирамидальный. Старший брат. Ум, честь и совесть нашей эпохи. А вы вспомните, как именно вы их сюда телепортировали. Тогда, может, и обратно получится. Отходи! А ну, брысь, живопись! Входящий трафик не предусмотрен. Пенопласт в воске, походу. Клево. Это просто доброта. Нам не помогает. Читаем программу списки погибших.
честно говоря, даже пришибло. Как у человека видел, да? Это пространство. Там Ахматова, Бродский. Вы к Ахматовой? Спасибо. Аудиогид начинает свою работу. На дверях квартиры табличка «Пунин Николай Николаевич». Он получил эту служебную квартиру вместе со своей семьей, женой и маленькой дочкой. Мы знаем, что впервые Ахматова пришла сюда как гостья. Семейная ситуация была сложной. А главное, очень неблагополучным было само время. Справа на стене под обрывками обоев старые газеты. Это пласты времени. Та самая история, в которой жила Ахматова. Войны, революция. 1937 год, когда страна пышно отмечала юбилей смерти Пушкина. Оглядитесь, на стенах огромным облаком поэтические тексты Ахматовой, практически почти весь корпус ее поэзии. Над ними хроника, фон ее жизни. Мне все твоя мерещится работа. Твои благословенные труды. Лип навсегда осенних позолота и синь сегодня созданной воды. Подумай, и тончайшая дремота уже ведет меня в твои сады, где каждого пугаясь поворота в беспамятстве ищу твои следы. Войду ли я под свод преображенный, твоей рукою в небо превращенный, чтобы студился мой постылый жар? Там стану я блаженную навеки. И раскаленные смежая веки, вновь обрету я слезный тар. Где вокруг стола сидят люди, в центре Пунин, справа от него его родственница, напротив Анна Евгеньевна и Анна Андреевна. По этой фотографии и воспроизведен интерьер этой комнаты. Все за столом под теплым абажуром. Здесь сохранилась подлинная обстановка пунинского кабинета. Его письменный стол с рукописями, шкаф с книгами, работа его друзей, художников на стенах. Николай Пунин говорил о себе: у меня в сущности есть только один, но настоящий дар. Я умею понимать живопись и умею раскрывать ее другим.